Новости робототехники номер 39, июнь 2023. Привет, каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке Феникс – неожиданный конкурент продвинутых андроидов. Канадские изобретатели представили робота-оператора. Когда люди сыграют в футбол с роботами. И другое. Неожиданный конкурент продвинутых андроидов. Многие компании громко анонсируют своих роботов, а проекты в итоге не реализуются. Но бывают и другие примеры, когда разработчик создает прототип в тайне и внезапно представляет приятно удивленной публике. Так произошло с канадским роботом Феникс. Компания Sanctuary AI представила полноценного гуманоида в человеческий рост, который может выполнять 110 задач, связанных с розничной торговлей, включая складирование, упаковку, маркировку и многое другое. Рост Феникса составляет 170 см при весе 70 кг, что приближено к среднестатистическому мужчине. Для обучения робота используют режим телеприсутствия. Оператор надевает гарнитуру, благодаря чему робот становится аватаром. Машина следует за движениями, а платформа Carbon наблюдает, анализирует и учится. В программу включено множество задач, связанных с деятельностью работника склада. Модель обучения ориентирована не только на движение, но и на языковые навыки, так что со временем Феникс сможет общаться. Если разработчик дойдет до коммерческих продаж робота, в мире появится на одного помощника больше, либо на одну угрозу больше, если рассматривать возможность восстания машин. Канадские изобретатели представили робота-оператора. Вторая новость тоже пришла из Канады. Если до сих пор появлялись умные штативы, которые делают съемку более плавной, то Университет Торонто представил более продвинутую модель, которая может следить за движениями пользователей и наводить камеру на конкретные объекты. Основное назначение устройства Stargazer – помощь в съемках обучающих роликов. Stargazer позиционируется как вариант для тех, у кого нет возможности нанять профессиональную съемочную команду. Поведение роботизированного штатива можно настроить на основе тонких сигналов от человека, таких как движение тела, жесты и речь, которые отслеживают датчики устройства. Пользователь может вслух сказать, например, «Если вы посмотрите на объект А, то увидите», и камера это поймет и сфокусируется на объекте А. Идея состоит в том, чтобы робот понимал в режиме реального времени, что именно хочет показать человек. Прототип был протестирован независимыми блогерами, которые снимали различные обучающие ролики или процесс распаковки, и показал успешные результаты. Мобильный робот для зарядки электрокаров. Стартап из Сиэтла OTF показал одноименного робота, представляющего собой мобильную зарядную станцию для электромобилей. Он автономно пробирается к автомобилю пользователя по звонку через приложение и заряжает его. Авторы хотят не нагромождать в городах специальные парковки с зарядкой, а создать систему автономной зарядки в любом месте. Как только бот подъезжает, пользователь втыкает его кабель в зарядный порт автомобиля, а затем занимается своими делами. По завершении зарядки кабель пауэрбанка отключается, и он возвращается к своей зарядной станции. OTF поддерживает технологию быстрой зарядки DC-FC и способен заряжать до 6 автомобилей, прежде чем его нужно будет подзарядить. Как видно из описания, у прототипа пока есть несколько недостатков. Во-первых, водителю необходимо его дождаться и запустить зарядку вручную. Во-вторых, порой на дороге, парковке или тротуаре отсутствует место для маневрирования зарядного бота. Однако лиха беда начала. Новый дрон оснастили системой точной доставки. Американский стартап Zipline разработал систему быстрой курьерской доставки по воздуху с использованием полностью автономных дронов. Такой дрон несет на борту лебедочный роботизированный грузовой контейнер, оснащенный собственными винтами для точного позиционирования и компенсации ветра. Дрон построен по системе мультикоптера-конвертоплана и может доставлять грузы массой до 3,6 кг в радиусе 16 км со скоростью до 112 км в час. Внутри дрона находится роботизированный грузовой контейнер с собственными пропеллерами и посадочными опорами. Паря над пунктом назначения на высоте нескольких десятков метров, дрон с помощью лебедки плавно опускает контейнер вниз. При этом датчики робота обнаруживают отклонения от точки приземления из-за ветра и компенсируют их с помощью 3 пропеллеров. Достигнув поверхности, робот-доставщик открывает створки грузового люка в нижней части кузова,
оставляя посылку в указанном месте. Затем дрон поднимает его вверх. Инженеры также разработали посадочный док, который предполагается установить за пределами зданий, в которых размещаются службы доставки. Помимо Zipline есть и другие компании, разрабатывающие дроны для курьерской доставки. Не считая IT-гиганта Amazon, в их число входят также небольшие компании, такие как Wing и Wingcopter. Дроны обеих компаний умеют спускать груз вниз с помощью троса, но мультикоптер Wingcopter может перевозить 3 отдельных груза одновременно. Роботы научились сами играть в футбол с помощью искусственного интеллекта от Google. Если вы видели робофутбол, то при нынешних технологиях это довольно скучное зрелище. Роботы либо управляются людьми, команды от которых и реакции идут долго, либо алгоритмами, которые не всегда синхронны и умны. Это выглядит как игра под водой или в замедленном кадре, кроме того, их движения неестественны. Инженеры DeepMind подключили роботов-гуманоидов к искусственному интеллекту и наблюдали, как они учатся играть в футбол. Задача ИИС стояла в том, чтобы повторять все действия игроков, в том числе неосознанные и рефлекторные, такие как реакция конкретных мышц незадолго до удара по мячу. Контроль и синхронизация, необходимые для микродвижений, могут быть очень сложными для искусственного интеллекта, поэтому DeepMind нужно было смоделировать этих роботов на реальных людях с несколькими точками артикуляции и ограниченным диапазоном движений. Боты начинали с нуля, сначала хаотично бегали, а потом постепенно перешли к пасам. Футбол только кажется интуитивно простым, это контроль над всем телом, координация, взаимодействие и овладение как низкоуровневой моторикой, так и долгосрочным планированием. Так что совсем скоро робофутбол станет действительно зрелищным и стремительным. А если эту модель перенести на роботов человеческого роста типа Атлас или Феникс, то года через 2 мы увидим соревнования между людьми и роботами. Это были основные новости робототехники за июнь 2023 года. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.org. Посмотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних 2 лет.